Салют, people! С вами Human, и как всегда глоточек полезной и вкусной информации для вас. Да, это оно. Ну что, друзья, сегодня взглянем на новый майнерский риг. Узнаем, где продают видеокарточки и центральный процессор AMD по рекомендованным розничным ценам. Ну а под конец мы с вами посмотрим на мнение экспертов. Сможет ли Intel наконец наверстать то упущенное, что они, скажем так, состязались с AMD. Го смотреть, и я создал. Всего пару месяцев назад BioStar анонсировала и выпустила уже готовую майнерскую ферму из 8 видеокарточек RX 580. И сей майнер может выдавать 282 мегахэша, но естественно, если копает эфириум. И вот вуаля! Компания анонсировала еще один готовый майнерский проект, готовую фермочку на базе RDNA 2. Естественно, это касается видеокарточек от красных, снова от AMD, но уже на базе RX 6600. И это у нас iMiner 660M X8D2, который на выходе дает нам 248 мегахэшей эфира. А это примерно на 7% больше, чем при сборке на 580-х RX. И, кстати, на старте все это у нас работает на операционной системе от Windows. Так что, если вы пошаманите, постарайтесь, можете сделать еще больше оптимизации, убрав на другую операционную систему. Hive OS или, допустим, тот же Linux. И, к слову, это полноценная система BioStar, тут не только видеокарты, потому что эти же GPU-шки находятся и на материнке BioStar TB360 BTC-D+, которая сделана, чтобы туда устанавливать сразу несколько графических процессоров. А итоговая сборка оснащена процессором Intel 4900 и 8 гигами оперативной памяти DDR4 2666. Ну и твердотельник на 120 гигабайт. При этом все данное безобразие, в форме майнерского рига, у нас стоит на блоке питания, который может обеспечить 2000 Вт. На самом деле это многовато, потому что в общей сложности все видеокарточки сожрут, максимум 1056 Вт, и то, если их не оптимизировать, не настроить. А если еще это произвести, я думаю, до 1 киловатта будет более чем достаточно. Хотя все-таки лучше, когда есть запасик. Как вам, ребятки, в итоге готовая сборочка под ключ? Напишите в комментариях, мне очень интересно ваше личное мнение. Взяли ли вы бы для себя такой, скажем так, майнерский проект, майнерскую ферму риг под ключ? Честно говоря, сейчас меня не сильно удивляет то, что ряд видеокарточек, в данном случае мы будем говорить за AMD, они продаются уже по RRC, либо максимально приближенно. На это есть множество, скажем так, тенденций и так далее, о которых мы говорили раньше. Но то, что новенький 5800X3D Ryzen 7 сейчас отдается за RRC, вот это мне стало любопытно. Поэтому рассказываю. Все это добро железное можно найти, в первую очередь на мероприятии PAX East, а возможно даже через их сайт. То есть получается следующая история. В цивилизованном мире можно прийти на мероприятие, скажем так, может на выставку и так далее, посмотреть на полочки, выбрать себе видеокарточку AMD Radeon 6000 серии, любую, которая там есть, процессор 5800X3D с громаднейшим кэшем 3D V-кэш и купить за нальчик или не за нальчик по рекомендуемой розничной цене. Как вам такое? И это еще учитывая то, что на официальном сайте AMD даже всех позиций нет. Конкретно если говорить за видеокарточки. По-моему, даже на данном этапе вообще нельзя через офсайт купить. И, кстати, к слову, стоит сказать, что уже даже на рынке Европы и США подвозят непосредственно все это железо, видеокарты падают в ценнике. Но вот с 5800X3D, что мне более было интересно, тут посложнее. На том же Newegg, во всяком случае, на момент написания сценария к этому ролику, не знаю, когда выйдет ролик, как там будет дальше, на Newegg либо не было вообще центральных процессоров, либо было там буквально пару-тройку позиций, которые все-таки подороже. Но это были продавцы не официально от Newegg, а вот, скажем так, сторонние, одобренные, но сторонние. На Амазоне, конечно, история немножко по-другому, потому что, куда же мы тут без перекупа? То есть, да, на Амазоне действительно процессор могут отдавать за 100-150 долларов, в смысле, выше от RRC. Если, опять же, мы посмотрим в сторону тех же видеокарточек, то 6900 XT на том же Newegg у нас продается всего лишь на 100 долларов дороже, чем от RRC. Флагман 6900 XT. То есть он продается за 1100, в то время как он должен продаваться, видеокарточка должна продаваться за 1000 долларов, там 999. 6700 тоже поражает. То есть среднебюджетная видеокарточка 6700 XT может отдаваться за 570-600 баксов. Там разбежность, смотря какая у вендоров. То есть это разница от RRC там где-то в 90-120 баксов. Вот вам, да, тенденция на железо.
Сможет ли Intel нагнуть AMD? Ну что ж, аналитики Raymond James решили оценить перспективы развития бизнеса AMD еще задолго до публикации квартального отчета компании, который, кстати, намечен на 3 мая. И вот, по их мнению, AMD обладает всеми возможностями для увеличения собственной доли в серверном сегменте. И также выход 5-нанометровых процессоров EPYC семейства Genoa только увеличивает разрыв между AMD и Intel. То есть, ссылаясь на мнение экспертов Raymond James, мы можем увидеть, что к 2024 году, к какому этапу конкретно сказать сложно, AMD сможет очень сильно укорениться в своих позициях. И даже если Intel удастся отыграть часть своих позиций, утраченных в серверном рынке, компания все равно уже поделит этот самый рынок уже на равных условиях. А вот вернуться Intel на прежние позиции уже не сможет. Но, правда, ради стоит сказать, что на данном этапе Intel контролирует 72% облачного сегмента и более 90% рынка корпоративного сегмента. Собственно, и в сегменте ПК расстановка сил между Intel и AMD, наверняка напоминает классическую дуополию. Так что получается, что для красных в ближайшие годы будет важнее наращивать свою долю рынка, нежели получать выгоду от общего роста объема реализации. Потому что тогда в этом случае они сохранят способность наращивать выручку даже в условиях сокращения общего спроса в сегменте. Ну а на этом, ребятки, у меня для вас на сегодня все. С вами, как всегда, был Human. Как всегда, подписывайтесь на мой второй игровой канал. И, как всегда, кайфовой вам игры.